На окраине Неаполя стоял огромный особняк за высокими воротами. Внутри тишина, пропитанная страхом. Дом принадлежал Лоренцо Моретти, одному из самых влиятельных людей в итальянской мафии. Его сын, 8-летний Рафаэля, умирал от странной болезни, которую не могли объяснить ни лучшие врачи Европы, ни богатство отца. За несколько месяцев в доме побывали десятки специалистов из Милана, Парижа, Нью-Йорка. Все говорили одно – медицина бессильна. Рафаэля таял с каждым днем. В тот вечер к воротам подъехала Эмилия Россини, доставщица еды. Молодая девушка из бедного квартала, она работала, чтобы оплачивать лечение матери и школу младшего брата. Один из охранников заказал еду для персонала и, пожалев уставшую курьершу, позволил ей войти внутрь. Проходя по мраморному коридору, Эмилия услышала кашель ребенка за приоткрытой дверью. Она увидела мальчика, бледного, неподвижного, и женщин в белых халатах, опустивших глаза. Сердце сжалось. Эмилия, воспитанная бабушкой-травницей, с детства знала старинные целебные приемы. Она подошла к служанке и тихо сказала: «Позвольте попробовать помочь». Служанка усмехнулась, но в этот момент появился сам Моретти. Седой, с холодными глазами, он посмотрел на девушку, как на сумасшедшую. «Если обманешь, не выйдешь отсюда живой», — произнес он. «Я не боюсь», — ответила Эмилия. «Я просто хочу помочь». Ее пустили в комнату. Рафаэля лежал без движения. Эмилия достала из сумки маленький пузырек с травяной настойкой и капнула несколько капель ему на губы. Потом осторожно растерла грудь и руки ребенка, шепча слова, которые помнила с детства. Минуты тянулись бесконечно. Моретти стоял за спиной, сжимая кулаки. И вдруг мальчик вдохнул глубже. Щеки налились розовым. Он приоткрыл глаза и прошептал: «Папа». Моретти застыл. Его сын, которого уже готовились хоронить, снова дышал. Он посмотрел на Эмилию, простую девушку в дешевой куртке, и не смог произнести ни слова. Через несколько часов Рафаэля уже сидел в постели. Врачи говорили о необъяснимом восстановлении. Моретти отпустил персонал и велел никому не говорить о случившемся. Когда Эмилия собралась уходить, он остановил ее. «Ты спасла моего сына. Я не могу отпустить тебя просто так». «Мне не нужны деньги», — ответила она. «У меня дома мама и брат». На следующий день ее семья получила все необходимое лечение и защиту. Дом Эмилии теперь круглосуточно охраняли люди Моретти. В особняке жизнь изменилась. Смех ребенка снова наполнил залы. Рафаэля креп, а Эмилия стала для него почти матерью. Она сидела у его кровати, рассказывала сказки, заваривала травы, учила дышать правильно. Мальчик расцветал, и даже врачи признавали, ее присутствие лечит лучше любых лекарств. Но в тени начались разговоры. Люди из окружения Моретти шептались: «Эта девчонка опасна, слишком много знает». Эмилия услышала заговор и пошла прямо к хозяину. «Среди твоих людей есть те, кто хочет моей смерти», — сказала она спокойно. В ту же ночь Моретти устроил чистку. Утром Эмилия проснулась под защитой всей семьи Моретти. Слуги кланялись ей, а охрана называла сеньора Эмилия. Через месяц Рафаэля полностью выздоровел. Моретти предложил ей остаться, пообещав все, что она пожелает. «Нет», — ответила Эмилия, — «моя сила не в богатстве. Я просто хочу вернуться домой». Он не стал удерживать. Но с тех пор ее семья жила под его покровительством, а имя Эмилии Россини стало легендой. Говорят, в Неаполе до сих пор шепчут: в доме Моретти однажды бедная девушка совершила то, чего не смогли тысячи врачей, вернула жизнь там, где даже власть была бессильна.